Просто мысль по экономическому чуду. Экономическое чудо, то есть форсированное развитие какой-либо экономики. Помните, Франция, азиатские тигры, там Чили и вот Украина. Во всяком случае, я включаю новости и слышу об этом. Доходи України перевищили витрати. Про це нині заявила міністерка фінансів Наталія Яресько. Каже, на рахунку Держскарбниці станом на тепер накопичено рекордну суму грошей. Конечно же, могут набежать десятки или даже сотни грамотных экономистов и сказать: да, ты не прав, и что-то мне там объяснить. Но я вот своим скудным, конечно, умом не понимаю, если такие рекордные суммы накопичили, а зачем тогда рекордные кредиты берутся? Зачем они постоянно выпрашиваются, эти кредиты? А? Про економічні успіхи України говорили урядники. Їх слухала Олена Шевчук, і зараз про все дізнаємося. Именно экономические успехи. Видите, от пропасти к экономическим успехам. Ну, это действительно чудо, потому что ни одна страна мира так быстро не пришла в себя после таких мощных потрясений, после такого падения. Это же чудо. Вітаю, Віта. Кілька годин тому завершилась Рада з економічної стабільності. Зібрались вони терміново. І... Кстати, вот эта вот девочка, которая с места передает, в свое время мне рассказывали, что она просто заполнит информпространство правдой из Донбасса. Ну, она сейчас заполняет информпространство правдой вот с Кабміна. Позачергова нині вранці. І можемо припустити, що така нагальність пов'язана із учорашньою зустрічю президента та прем'єра із розпорядницею МВФ Крістін Лагард, яка дуже позитивно оцінила роботу наших економістів і сказала, що Україна здивувала світ відновленням і стабілізацією економіки. Не только обновили, но и стабилизировали. Вы представляете, уже и рост пошел. Ну, то, что заявила Лагард, это обсуждалось даже самыми упоротыми гражданами, потому что я следил за комментариями. Много украиноязычных комментариев от украинцев, настоящих этнических. Они писали, матерные слова писали, в общем-то. К чему она это сказала, я не знаю. Ну, хотя знаю, это ж чудо, чудо. Нині про економічне диво заговорила і наша міністерка фінансів Наталія Яресько. Я же говорил, экономическое чудо. Поверьте, это словосочетание теперь прочно войдет в украинские СМИ. Экономическое чудо Украины. Экономическое чудо. Да-да. Европейский банк реконструкции и развития рассмотрит вопрос о выделении средств для покупки газа. Газ покупают за кредиты. Чудо уже произошло, но еще кое-что надо доделать. Вот премьер-министр знает, что... Все інше повинно бути продано. Но не просто продано, а кому продано, вот он тоже знает. І продано не українським олігархам, як було 20 років з українською приватизацією. Видите, продано должно быть не украинским олигархам, а европейским или американским. И тогда заживем. Да точно говорю, заживем. Смотрите, в третьих странах производства как раз таки принадлежат людям из цивилизованных стран. И как живут третьи страны, а? Как и положено третьим странам. Но народ точно заживет. Потому что, вдумайтесь, наши олигархи станут бедными, самыми бедными олигархами мира. И всем нам будет приятно. Збільшити надходження до казни збираються ще й за рахунок грального бізнесу і видобутку бурштину. Його Кабмін пропонує легалізувати. А сверху эта вся накроется игровым бизнесом, и снизу ее подмоет еще добыча янтаря. Добыча янтаря, которая уничтожает леса, которая делает из лесов болото. В общем, это экономическое чудо. Если ты в него не веришь, значит ты маловер, сепаратист, российский пропагандон.